Существует ли самый безопасный в мире самолет? Ответить на этот вопрос можно, понимая, что подразумевается под безопасностью летательного средства. Для обычного человека, не вникающего в тонкости авиаперевозок, самый надежный самолет — это тот, на счету которого минимум авиакатастроф. Что такое показатель безопасности? Это отношение количества авиакатастроф к сумме часов налета. Именно так и ведутся все рейтинги. По многочисленным рейтингам почетный титул «Самый безопасный в мире самолет» с гордостью носит Boeing 777. Несколько интересных фактов об этом лайнере. Знаменитые «Боинги» пересекают воздушное пространство по всему миру, но за 20 миллионов летных часов у бортов «Три семерки» не было ни единой авиакатастрофы, и он не был замечен в происшествиях с человеческими жертвами, исключая террористические атаки или ошибки диспетчера. Это широкофюзеляжный лайнер, предназначенный для дальних перелетов. Семейство Боингов 777 вступило в эксплуатацию в 1995 году. На Боинге 777 был зафиксирован первый рекорд дальности полетов среди пассажирских воздушных судов. А еще на данный момент построено 748 подобных лайнеров. Это один из первых самолетов от авиастроительной компании Boeing, оснащенный цифровой системой управления Fly-by-Wire. А также это первый коммерческий самолет для пассажирских перевозок, разработанный с помощью компьютерных технологий. За все время разработки не было выпущено ни одного бумажного чертежа. Все было изготовлено с помощью трехмерной конструкторской системы, известной сейчас как CATIA. Самолет был предварительно собран в компьютере, что позволило избежать большого количества ошибок при производстве. Кроме того, в кабине пилотов были установлены жидкокристаллические дисплеи, заменившие прежнюю приборную доску. Вместе с тем, главными органами управления авиалайнером являются традиционные штурвалы, а не сайдстики, как на аэробусах. Самолеты этого типа способны вместить от 305 до 550 пассажиров, в зависимости от конфигурации салонов. Они имеют дальность полета до 17 500 километров. На Boeing 777 установлен абсолютный рекорд дальности для пассажирских самолетов — 21 601 километр из Гонконга в Лондон. Проектирование и производство. Поначалу Boeing планировал взять за основу 767 и переработать его, в результате чего появилась концепция так называемого 767X. Он во многом напоминал 767, но имел удлиненный фюзеляж, увеличенную площадь крыла и мог перевезти около 340 пассажиров на расстояние до 13 500 километров. Но авиакомпании оказались недовольны. Они хотели самолет, способный летать не только на межконтинентальные, но и на более короткие расстояния, с конфигурацией салона, схожей с Boeing 747, которую, кроме того, можно было бы менять, добавляя или убирая необходимое количество мест в салоне того или иного класса. Процесс проектирования 777-го значительно отличался от прошлого опыта Boeing. Впервые за историю фирмы 8 крупных компаний принимали участие в проектировании самолета, помогая рекомендациями. Сам процесс представлял собой создание рабочей группы под названием «Работаем вместе», первое заседание которой состоялось в январе 1990 года. Авиакомпании создали список рекомендаций на основе своих потребностей и опросов пассажиров. В марте 1990 года рабочая группа приняла решение по базовой конфигурации самолета. Кабина пилотов должна быть унифицирована с Boeing 747, необходимо оснастить ее жидкокристаллическими дисплеями и управлением Fly-by-Wire. Топливоэффективность самолета должна быть на 10% лучше, чем у конкурентов А330 и MD-11. В процессе производства Boeing 777 приняло участие беспрецедентное количество субподрядчиков со всего мира. Компании Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries поставляют панели фюзеляжа, Fuji Heavy Industries — центральную секцию крыла, Hawker de Havilland — рули высоты, Aerospace Technologies of Australia — руль направления и так далее. Что касается двигателей, то свои услуги предложили сразу 3 компании — General Electric, Pratt & Whitney и Rolls-Royce. Каждый из производителей взялся за разработку двигателя мощностью 77 тысяч фунтов и выше. Чтобы начать сборку Boeing 777, компании Boeing пришлось практически удвоить площадь своего завода в городе Эверетт. Это обошлось компании почти в $1,5 миллиарда.
На новых площадях были построены две сборочные линии, которые позволяют вращать фюзеляж самолета на 180 градусов. Сборка первого Boeing 777 началась 4 января 1993 года. К тому времени на самолет уже поступило 118 твердых заказов от 10 авиакомпаний. Общий объем инвестиций в программу составил более 4 миллиардов долларов. Boeing 777 стал вторым по величине самолетом в линейке Boeing после флагмана 747. А главное, 777 стал самым прибыльным лайнером компании. С 1995 по 2000 год прибыль от его продаж достигла около 400 миллионов долларов. А в 2004 году самолет приносил больше доходов, чем 747 и 767 вместе взятые. Не исключено, что в будущем самолеты 777 могут быть заменены на новое семейство лайнеров Boeing Yellowstone 3, которое основывается на технологиях Boeing 787. А теперь давайте выясним, в чем же секрет безопасности самолета. Во-первых, конструкция лайнера-самолета включает в себя использование композиционных материалов, которые составляют 9% от веса конструкции. Из этих же материалов сделаны пол салона и элементы управления, руль направления, рули высоты, элероны и другое. Главная часть фюзеляжа имеет круглое сечение и сзади переходит в лезвиеподобный хвостовой конус, в котором расположена вспомогательная силовая установка. Во-вторых, Boeing 777 имеет сверхкритический профиль, оптимизированный для крейсерской скорости, соответствующий М083. После испытаний показатель был пересмотрен в сторону повышения до М084. Конструкция имеет большую толщину и размах, чем у предыдущих авиалайнеров, что позволило увеличить дальность и полезную нагрузку и повысить летные характеристики, а также увеличить крейсерскую высоту полета. Кстати, при запуске проекта самолетов было предложено разработать складное крыло, чтобы авиакомпании могли использовать ангары для небольших самолетов, но ни одна авиакомпания не согласилась на этот вариант. В-третьих, авиалайнер также имеет самые крупные стойки шасси и самые большие шины, которые когда-либо использовались в коммерческих реактивных авиалайнерах. Каждая шина из основной шестиколесной стойки шасси 777-300ER может выдержать нагрузку в 27 тонн. В-четвертых, самолет имеет 3 резервных гидравлических системы, из которых для посадки нужна всего одна. В-пятых, в обтекателе крыла под фюзеляжем расположена аварийная авиационная турбина, небольшой ветрогенератор, выдвигающийся из самолета при аварийных ситуациях для обеспечения минимального электропитания. Но и это еще не все. Стоит поговорить и об особенностях пассажирского салона. В салоне Boeing 777 может меняться количество кресел и их размещение, поэтому компоновка авиалайнера зависит от предпочтений авиакомпании, которая его эксплуатирует. Если авиаперевозчик не разделяет салон на классы, то в нем могут разместиться до 550 человек. При 3 классах вместимость пассажиров на борту составляет от 305 человек и выше, в зависимости от требований компании-перевозчика. Бизнес-класс. По комфорту и расположению в салоне лучшие места в бизнес-классе. Они могут занимать до 5 рядов и компонуются в основном по 2 кресла по бокам и по центру. Кресла имеют повышенный комфорт, широкие, с возможностью трансформироваться в кровать, оборудованы удобным столиком. На спинке прикреплены мультимедийные экраны. Между рядами и креслами очень много места. Класс «Комфорт» — это промежуточный класс между бизнесом и экономом. Он менее комфортабельней первого, но удобней второго. В этом классе расположение мест в самолете имеет схему: по 2 по бокам и 4 в середине, всего 5 рядов. Расстояние между креслами и рядами меньше, чем в бизнес-классе, но больше, чем у эконом-класса. Эконом-класс занимает большую часть всех мест в самолете. Кресла располагаются по 3 по бокам авиалайнера и 4 в середине. В хвостовой части идет небольшое сужение, там ставят по 2 кресла по бокам. Размер места определен по стандарту. Расстояние в проходах составляет 81 см. А как же отдыхает экипаж? Это важно учитывать, особенно при дальних рейсах, продолжительность которых может достигать 18 часов. В самолете Boeing 777 в передней части самолета над салоном первого класса установлен отсек для отдыха пилотов. Места для отдыха бортпроводников оборудуются в пространстве между пассажирским салоном и фюзеляжем, но в задней части самолета. И в конце видео для вас интересный факт о Боинге 37.
Авиакомпания All Nippon Airways начала предлагать обеды на борту припаркованного в токийском аэропорту Ханеда Boeing 777, который теперь называется крылатым рестораном. Гости могут выбрать обед в первом классе $540 или в бизнес-классе $270. Первый обед состоялся в декабре 2020 года, и за пару лет продано 260 тысяч обедов на $1 800 000. Вот это успех! Отличная идея для бизнеса, не правда ли? Перспектива развития. Компания Boeing постоянно занимается усовершенствованием и расширением своих моделей. Она запланировала выпустить авиалайнеры нового поколения, которые превзойдут все предыдущие модели своего бренда и модели конкурентов по размеру, мощности и снижению стоимости в эксплуатации. Это будут Boeing 777 модификации X. Начало коммерческой эксплуатации ожидается в ближайшее время. Новая модель будет удлинена до 69 метров 55 сантиметров, а взлетная масса будет достигать 315 тонн. Пассажировместимость такого авиалайнера составит 353 человека. Он станет прямым конкурентом Airbus 350-900. Модификация 777-9X разрабатывается для усовершенствования 777-300ER. Он будет удлинен до 76,5 метров, а его взлетная масса составит 344 тонны. Вместимость составит 407 пассажиров. Модель станет конкурентом современному А350-1000. Будущий Boeing 777-8XL вытеснит 777-200LR. Он повторит размер фюзеляжа и вес, однако все технические характеристики пока не открываются всеобщему обзору. У всех будущих моделей установят новые двигатели с увеличенной тягой и вентиляторы с большим диаметром. Друзья, пишите в комментариях, про какие лайнеры рассказать в следующих выпусках. И не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы первыми видеть новые ролики. До новых встреч! Всем спасибо за просмотр и комментарии.